Мой муж все время в телефоне и не уделяет мне из-за этого внимания. Как к этому относиться? Разберем в этом коротком видео. Первое, что я рекомендую вам сделать, это ответить на вопрос. Он там работает в этом телефоне или он там делает что-то другое? И давайте расставим точки над «и», что работа, мое личное мнение, вы можете с ним не согласиться, любая работа достойна уважения. И если он действительно работает и эти деньги идут на благо вашей семьи, то это нужно воспринимать очень уважительно. Если же он там не работает, а занимается разной, так скажем, фигней, отвлечениями, развлечениями, то вам можно сделать следующее. Первое, проанализируйте, что может напрягать его прямо сейчас в общении с вами. Потому что в семьях есть волны, да, такие эмоциональные, то все хорошо, то нейтрально, то лучше, то хуже, то самое дно. И вот в данный момент, если он все время утекает от вас в телефон, есть что-то между вами эмоционально напряженное. Причем вам может казаться, что это что-то, что вы сейчас обнаружите, это что-то одно, а у него может на самом деле быть другое. Поэтому первый шаг, подумайте сами, задайте себе вопрос, что его может напрягать сейчас в общении со мной. Есть ли какие-то нерешенные дела, есть ли у вас незавершенные конфликты, обиды. Он боится, что если он выйдет из телефона и начнет уделять внимание вам, контактировать с вами, поднимется какая-то острая тема, что-то неприятное всплывет наружу. Шаг номер 2. Когда вы сами найдете ответ в себе, что это такое может быть, нужно с ним поговорить. Но ни в коем случае не спрашивать, потому что если его правда что-то напрягает, и у него привычка убегать от вас с телефона, вряд ли он выйдет на этот разговор легко. Я же предлагаю вам вместо вопросов сказать ему в повествовательной форме следующее. «Я так скучаю по тебе, мне тебя не хватает. Мне кажется, что мы стали меньше общаться, это вот много в телефоне я вижу, потому что…» И дальше опишите, что вы предполагаете, да, в чем причина. Но не говорите это в утвердительной форме, как будто вот я точно знаю, это точно так. Скажите это как некий факт, который подлежит сомнению. И дальше спросите его. Мне правильно кажется, так и есть, да? Между нами есть какое-то напряжение именно из-за этого, или это что-то другое. Обязательно скажите в конце, или это что-то другое. Таким образом вы как будто откроете ему двери в разговор. Вы покажете ему этим простым предложением, что вы готовы услышать какие-то другие варианты, вы открыты к обсуждению, с вами можно поговорить. Если в нотках вашего голоса будет агрессия, подавленная, обиды, претензии, навряд ли человек раскроется вам. Постарайтесь сказать это максимально нейтрально и дружелюбно. Я знаю, что всем хочется идеальных партнеров. Мужчинам хочется идеальных женщин, женщинам хочется идеальных мужчин. Чтобы вот он, буду говорить сейчас от лица женщин, потому что я женщина, чтобы он вот такой был идеальный, мудрый, все проблемы сам решал, все обиды сам переваривал, чтобы не был как ребенок, не обижался, чтобы умел открыто разговаривать о проблемах, еще и помогал вам переварить ваши эмоции. Я сама женщина, мне самой это периодически хочется. Но я себя возвращаю быстро очень с вот этих иллюзий небес на землю. Идеальных людей не бывает. И мы все не идеальны. И мы сами в себе очень часто свои недостатки не видим. Но мы прекрасно видим их в других. И поэтому вы, конечно же, если живете с вашим мужем, особенно уже долго, видите очень сильные его недостатки. Они могут вас злить, раздражать, обижать, может быть, досада, что вот почему он снова так, вот почему он не может нормально поговорить о том, что что-то не так. Многие, возможно, сейчас подумают, что на самом деле между нами нет никакого напряжения, он в телефоне что-то там другое делает, причина в чем-то другом. Вы скажете: нет, Наталья, ты не права. И на это я вам скажу следующее. Если мужчина все еще с вами живет, значит, он хочет быть с вами, значит, он выбирает быть с вами. И если бы ему с вами было легко находиться своим вниманием, своим присутствием, давать вам внимание, общаться с вами, он бы с радостью это делал. Но есть что-то, что препятствует, что-то, что вызывает дискомфорт. И вот ваша задача это найти, если вам этого внимания не хватает. И если, вот, понимаете, здесь очень важная формула. Кому чего-то не хватает, тому и нужно посуетиться, чтобы организовать благоприятные условия для того, чтобы это появилось в его жизни. Спасение рук утопающих – дело самих утопающих. Если вам не хватает внимания от вашего мужчины, если вас это беспокоит, а ему может быть все нормально, то это ваша задача позаботиться о том, чтобы быть инициатором решения этой проблемы и постараться создать благоприятные условия.
Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их обязательно в комментариях. Я читаю комментарии, стараюсь по возможности отвечать на вопросы. Все сообщения прочитанные, ставлю лайк, сердечко, даже если с ними не согласна. Также поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если досмотрели до конца. И до встречи в следующих видео.